волнительно, что столько народу будет, Михалковы разные там деятели. Неудобно даже это самое. Вдруг что-нибудь камера дрогнет. То, что они сняли, мы уже никогда не повторим. Как говорится, умри и памятник поставят. Был Борис Александрович Соколов живой. Он мечтал, что ему памятник откроют. Не ему, а его коллегам, в том числе ему. Не дожил. 2 года не дожил. А вот здесь запах должен быть. Чтобы не здесь нашел. Конечно, складка такая. Вон там. Здесь она есть. Она есть. У тебя что-то. Она есть, но она не выполняет функцию. Сейчас сапоги. Да, вот сапоги, портянки, армейские. Сейчас помню. Я их последний раз больше 40 лет наматывал назад. Там главное не Михалков, Конечно, Михалков так ерунда. но и не Мединский какой-то. А мы со Станиславом Шубертом. Он носит брюки, галифе, он шляпу носит на панаму, ботиночки он носит на реман. На полное погружение должно быть. Надо. Офицер рабочей крестьянской, командира рабочей крестьянской Красной Армии. Красный командир их назвали. Красный командир. Ну вот, все. Сейчас возьму главное оружие. Вот оно. Главное оружие фронтовых кинооператоров. Все, я готов. Ряженые. Можно сказать так, ряженые. Ну, сразу какая-то, да, отвага появляется. Сегодня не осталось в живых никого из них. И на открытии монумента собрались их дети и внуки. Для нас было важно запечатлеть это событие именно на черно-белую кинопленку, используя кинокамеры времен войны, чтобы попытаться физически ощутить, как снимали фронтовые кинооператоры, отдавая дань их памяти. Начинается торжественная церемония открытия монумента фронтовому кинооператору. Каждый 4-й кинооператор погиб. Каждый 2-й получил тяжелое ранение. А ранены были все. И эти потери в среднем сопоставимы с потерями боевых пехотных частей. И вот эти метры пленки, и вот этот
фронтовой кинооператор, который стоит с камерой, случилось так, что они воюют сегодня. Они сегодня находятся на передовой той войны, которая идет против нас. Символично, что памятник установлен именно здесь, у Волоколамского шоссе, откуда, по сути, начался разгром немецких оккупантов. И теперь в Красногорске, в Государственном архиве кинофотодокументов хранится вся кинохроника Великой Отечественной войны. Эта пленка тоже останется в архиве для будущих поколений.